Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео я для вас переведу конференцию, которая была онлайн, посвященная биткоину с участием Илона Маска. Итак, у нас тут ведущий, это Стив Ли. И он говорит, что у нас будет конференция по поводу биткоина и сохранения энергии, потому что этот вопрос стал ярко. Сейчас у нас 3 гостя. Конечно, самый у нас интересный это Илон Маск. И поэтому я переведу его только слова, которые он говорил. Значит, первый вопрос по поводу, что формирует ваше мнение о биткоине, что влияет на вас. Значит, его мнение такое, что сейчас использование кредитных карт, вообще карточных банковской системы не очень безопасно. Переводы между счетами занимают от 1 до 5 рабочих дней. И есть много информационных систем, но есть вопрос безопасности. Они долго думали об этом, и еще когда запускали PayPal, в общем, ему нравится, что именно биткоин может делать переводы между транзакциями очень быстро, транзакции между счетами, да, делать очень быстро. Но еще это не сильно развито, потому что это происходит только пока между криптобиржами. Еще нет прям активной оплаты биткоином. Ему нравится, что именно в битке ограниченный выпуск, то есть дефицит есть, и открытый блокчейн, то есть все понятно. Вот, и есть потенциал у этой системы. The quality of information with which we conduct the economy. Важно качество информации для поддержания экономики. Вот. И он поддерживает биткоин, хотя биткоин использует очень много в последнее время энергии для майнинга, и нужно, чтобы она становилась возобновляемой, эта энергия, но все равно он его поддерживает, как и Этериум и другие криптовалюты. Empty that Bitcoin account. Well, I guess they could technically, but on an individual basis, but the system as a whole cannot. And it has an open ledger, which is also quite good. But transaction volume is low. Transaction cost is high. Транзакции медленные обычно, но сейчас немного этих транзакций. Точнее, транзакции медленные в других системах денежных переводов. Сейчас у биткоина немного транзакций между кошельками. But as I've said publicly, we do need to watch out for crypto taking, especially Bitcoin, using proof of work to maybe use energy that's maybe a bit too much and not necessarily в будущем, как инвестиция для дальнейшего ее роста. But on balance, I support Bitcoin, and I'm not an investor. The only publicly traded stock I own is Tesla, and the only significant thing I own outside of Tesla is my SpaceX stock that could help create both companies. So, but apart from that, I do own Bitcoin, and Tesla owns Bitcoin, SpaceX owns Bitcoin, and I do personally own Ethereum and Dogecoin, of course. Тоже я поддерживаю, тоже мне нравится. Great, thank you. And we'll
Потом еще говорили разные эти Bitcoin does have участники. И a второй был fundamental вопрос, станет ли scarcity limit at the биткоин base нормальной layer that's designed криптовалютой, in. That doesn't mean you can't и have some layer 2 можно system in ли theory like будет Lightning. And I рассчитываться им understand как Lightning is наличкой. doing well in На some small что Илон countries. отвечает, что There's some question mark as to whether you need у биткоина a money transfer ограниченный license. выпуск, то есть есть Just a debate as дефицит, to whether that's needed, соответственно, given как that it бы is нету там not инфляции или open еще ledger. чего-то такого. Ну и тем более But это I think a combination дороже of solar and wind получается. plus stationary Ну, storage поэтому will get также you вот that можно base load использовать so you can гидро, run да, hashing например. 24/7. Сейчас используется или ядерную, что было Jack, еще I'm curious, дешевле. you stated that Bitcoin incentivizes renewable energy. That's what we're talking about now. Do you have any additional thoughts on that? Yeah, I mean, it can play a role. I mean, Tesla's literal reason for existence. I mean, the reason I've put so much of my life energy into Tesla, which is a lot. In fact, I would say that I've had some pretty tough life experiences, and Tesla is responsible for probably 2/3 of all personal and professional pain combined. Just to give you a sense of perspective there. So this is a hella hard situation. Опять же, он тут говорит, что по своему опыту это сложная ситуация, solar как бы retrofit as well as the полностью быстро solar перейти на roof. возобновляемую энергию. And we make consumer battery packs called Powerwall for houses and small businesses. And then the utility scale, which are gigantic. We've done now a number of gigawatt hour installations. That's a lot. And a lot of them actually have been for load leveling the grid. Mostly they are, and combined with the first really big one we did, which is 100 megawatt installation in Australia. That's actually helped stabilize a huge portion of the South Australian grid because it's able to react so fast. In fact, at first, because they've got a billing system in Australia that I think works at the sort of millisecond level, and we were operating at the microsecond level. So the system was operating so fast that the measuring system couldn't see it. But so Tesla's certainly doing a lot to enable renewables, especially wind and solar. And in fact, the limiting factor for us right now is cell production. So we need to both internally get the Tesla internal battery cells produced, as well as increased supply from suppliers. I mean, generally, when I talk to our suppliers and they say, how many cells would you like us? How many cells can you make? Because sometimes they're like, ну и тут, like, конечно же, зависит от того, сколько мы можем, ну, сколько будет потребность в этой энергии, сколько могут оплатить. And they need to be done. It obviously needs to be mined and produced and manufactured in an ethical and environmentally sound way. So, at Tesla, we really do aspire to be the good guys, to be a company that people can believe in. It doesn't mean we don't make mistakes, but that's what we try. So, but I think generally hydro, especially existing hydro, is good for mining. Geothermal, there's lots of places in the world that have geothermal energy. And like I said, nuclear is also good. I think just I'm like as I said earlier, the expectation is not like that the energy production must be pure as the driven snow, but it must it can't be using it also cannot be using the world's dirtiest coal, which it was for a moment there. That's just difficult for Tesla to support in that situation. So I think, but I do think long-term renewable energy will actually be the cheapest form of energy. It just doesn't happen overnight. But as long as there is a conscious and determined and real effort by the mining community to move towards renewables, then obviously Tesla can support that. That's great. Kathy, if you own crypto in an exchange and the exchange does not give you your private keys,
Итак, следующий вопрос у нас по поводу децентрализации. Илон говорит, что если вы владелец криптовалюты и у вас есть приватный ключ, то в основном сейчас эти ключи принадлежат криптобиржам, и то есть у вас есть пароль от криптобиржи. Даже если вы прошли там все верификации, двойные, тройные, то все равно может лезть биржа и могут ее хакнуть, или государство какие-то внесет изменения, и все ваши деньги пропадут. Вот. Но нужно, чтобы был именно холодный кошелек, на который люди могли бы перекидывать свою крипту, и тогда это будет нормально работать. Но на данный момент приватные ключи, кто-то имеет 2-3 приватных ключа, и это нормально, но они не настолько защищены, как хотелось бы. So-called wallet, the other side of the crypto. I agree, and I think we'll see an emergence too of new solutions that use multi-sig, like with a 2 of 3 keys, where the user has 2 keys, and then you get assisted custody by having an institution hold a 3rd key. Can be a good solution as well. Yeah, well, you can just put your private key in something that has dual access. Or voting access as an application on an existing network. Right. Ну, он считает, что 2-3 приватных ключа это нормально, и это как бы вместе с холодным кошельком является второй стороной вообще криптовалют. A desire to not have like how do we create economic incentives in the network itself without having to rely on advertising? Yeah, it's just that the money has to come off of the crypto so-called coins, the hash strings, have to come off and get translated into real products and services. So the more sort of off-ramps there are to real products and services, even at the institutional level, although I mean, there are certainly many small advertisers on Twitter, it seems like accepting Bitcoin, maybe some other cryptos for advertising payments on Twitter would be supportive of Bitcoin. 100%, and also looking at just general commerce through Twitter itself. That was great. Sorry, what, Elon? I was asking Jack if he's going to do it. Oh. Can we get a product announcement today? Elon, how about you? You obviously you're a big personality on Twitter. What are your thoughts on your role and your company's role? Так, ведущий спрашивает, ты типа модная фигура в Твиттере, и как ты думаешь, какая твоя роль в изменении цены криптовалют? Benefit the people as a whole and increase the probability that the future is good. So, I think to me it just seems значит, Илон отвечает, что я вижу, что будущее у криптовалют очень хорошее. Ну, там, я, конечно, его поддерживаю, биткоин. Вот, главное, чтобы было сотрудничество с правительством. Именно если есть много людей, которые там говорят, что правительство против правительства, да, или правительство против криптовалют, вот если они будут вместе сотрудничать, то тогда это приведет к очень хорошим результатам, к росту цены как биткоина, так и других криптовалют, опять же, доги он называет. Вот, и это позволит увеличить эффективность системы, дать людям лучшее понимание, что такое деньги, но именно сотрудничество с государством в этой сфере. Вот. И, в принципе, он надеется, что все будет хорошо.
как я и напомню, Тесла продолжает удерживать биткоин у себя, не продавая и не планирует продавать, как сказал Маск. Вот, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Во всяком случае, на сейчас это самый лучший перевод, который есть в Ютубе. Делитесь с друзьями. Вы сможете с первых уст узнать, что думает Илон Маск и как вообще это будет влиять на цену биткоина и других криптовалют в будущем. Всем спасибо за просмотр, удачной торговли. Смотрите наши прогнозы, подписывайтесь на наш канал. И тогда я думаю, что, учитывая всю эту информацию, мы сможем делать правильные ордера, вовремя закрывать свои позиции. И вот смотрите, эта конференция, которая тут прошла всего лишь 1 час, повысила цену биткоина с 29, в принципе, до 33 практически тысяч за 1 биткоин. За ними же подскочили и другие альты. Вот, поэтому ждем дальше хороших новостей. И открываем по чуть-чуть лонги. Всем спасибо. Всем пока-пока.